Сразу скажу, это не развлекательный фильм, а видеогид по острову Пхукет, из которого узнаете много из его истории и посетите основные достопримечательности. А главное, поймете, покупать вам экскурсию или нет. Места фотосессии для сиськограммы здесь не найдете, хотя старый город и розовое кафе будет. Кто был хотя бы раз на острове Пхукет, тот знает толк в морской еде и фруктах. А пляж Патонг прославлен на весь свет песком певучим, что играет на всех нотах. Я знаю, что вернусь сюда я вновь, чтоб чувствовать волшебный зов природы. В ней есть душа, в ней есть любовь, но главное в ней есть свобода. Кто был хотя бы раз на острове Пхукет, вновь вернется золотым песком корона. Волшебный остров, солнечный букет, завораживает людей, и нет сильней закона. Для полной картины о Пхукете советую посмотреть фильм на моем канале «Пхукет. Острова Андаманского моря». Вот там развлекухи предостаточно. Ну что, погнали? Первой остановкой нашей экскурсии был храмовый комплекс, названный в честь одной из сестер-героинь, спасших остров от бирманского вторжения. Но об этом позже. Сразу скажу, он не входит в программу экскурсии, как и следующий храм и пляж садящихся самолетов. В Таиланде изображение лежащего Будды воспринимают не только как момент физической смерти просветленного и достижения им абсолютного покоя, но и как отдыхающего Будду. Нирвана в переводе с санскрита означает угасание, прекращение, и в отличие от искаженной европейской трактовки не имеет никакого отношения к блаженству. Я обратил внимание, что перед домиком духов и другими святынями стоят многочисленные пластиковые бутылки с клубничной фантой. Таиланд занимает 4-е место по продажам клубничной фанты в мире, опережая США и Китай. Оказывается, семьи многих жителей тайской столицы родом из Китая, где красный считается цветом удачи и благополучия. Многие тайцы ассоциируют этот цвет с кровью, которая означает одновременно плодородие и жертву. До появления газировки в воду для духов подслащали и красили с помощью розовой смеси, пальмового сахара и трав. Сейчас такие напитки, как клубничная фанта, обеспечивают такой же результат с меньшими усилиями. Правила подношения достаточно понятны. У памятников буддийских монахов оставляют простую воду, но анимистическим духам, святым и божествам положена намваан или сладкая вода. Хотя 95% тайцев исповедуют буддизм, анимизм, вера в существование духов, плотно укоренен в стране. Ну как у нас в России, например, множество людей отмечает Масленицу, верит в домовых и так далее. Духов успокаивают или зовут на помощь маленькими подарками. Тайцы не единственный народ, жертвующий своим богам еду. Такие обычаи есть у тибетцев, китайцев и японцев. Многие тайцы верят, что духи обитают в деревьях и в земле. Считается, что после уничтожения человеком их привычных мест обитания, например, из-за строек или вырубки лесов, нужно дать им новое место для жизни, как и различным призракам и душам умерших людей. Для них и строят сампрапум. Если вы увидите большие скопления домиков для духов под каким-то одним деревом, знаете, что это происходит, когда жилище хозяина сносят или хозяева дома съезжают. Это их специальное кладбище. У Будды 8 поз. 7 дней недели, в среду 2. До полудня и после. Наверное, это как-то связано с тем, что среда для тайцев нехороший день. Считается, что в среду злые духи посещают наш мир, и поэтому в этот день недели тайцы не будут предпринимать никаких дел, даже к парикмахеру не пойдут. По средам даже на пляже нет ни одного корабейника, типа санитарный день. Считается, что человек, родившийся в среду до обеда, будет нищим неудачником, а вот тот, кто родился после обеда, имеет все шансы стать счастливым и успешным. Поэтому все тайцы, родившись в среду, предпочитают говорить, что родились именно во вторую половину дня. Это монумент сестрам-героиням, о которых я уже упоминал. Историки склоняются к тому, что храм появился в конце XVIII века, а название «Храм Белой Крови» объясняют тем, что Рама I присвоил сестрам за их подвиг титулы, которые имели право носить только члены королевской семьи.
Но существует легенда, по которой жену правителя южной провинции Таиланда, а это 15 век, обвинили в супружеской измене и приговорили к смертной казни, не поверив ее заявлениям о невинности. Ее последним желанием стало паломничество, после которого она возвела этот храм, разместив в нем привезенные ею из Шри-Ланки драгоценные реликвии. Когда стройка завершилась, женщины отрубили голову и хлынула белая кровь. Тогда супруг понял, что донос был ложным, поэтому у него есть второе название – созданный королевской особой. На территории храмового комплекса находится несколько зданий, пруд, беседки и более сотни различных статуй, среди которых есть скульптура несправедливо казненной Прананг Леотхао. Мы были ограничены по времени, а вам я советую изложить на его изучение не меньше часа. Ехали самолетики посмотреть, не довезут нас в микроавтобус, своя мафия, только вот так вот доехать. О! После смотровой площадки первого пункта нашей экскурсии, первые 3, как я уже сказал, было нашим желанием за дополнительную плату, приехали в Пхукет-таун. Мы ждали подробного рассказа, но обломались. Дело в том, что русский гид, какой был у нас, официальный или нет, не выяснял, не имеет права водить экскурсию самостоятельно. Для этого с нами, помимо водителя тайца, ехал еще один таец, который просто ехал и выходил, чтобы просто довести до какой-то достопримечательности. То есть идти с нами, жестикулируя и рассказывая, делая остановки, и все это в составе группы гиду запрещено под угрозой штрафа или даже депортации. Для интереса Руслан позвонил в еще одну достаточно известную фирму узнать цену и программу экскурсии. Она у всех практически аналогична. Девушка заверила, что все будет на высшем уровне, а после уточняющего вопроса о гиде, озвученного выше, зависла и сказала, что это так. Так что уточняйте подобные вещи сразу, чтобы ваша экскурсия не превратилась в простой трансфер по достопримечательностям. Китайско-португальская архитектура, характерная для старого города, отражает эпоху, когда он был важным портом шелкового пути и одним из мировых торговых центров. Еще до нашей эры остров Пхукет стал удобным местом для торговцев, следующих с Индийского полуострова в Китай. В то время Пхукет был известен под именами Маникрам, что с тамильского переводилось как «Хрустальная гора», и Хай-Ленг, от китайского «Морской дракон Индийского океана». Пхукет появился в первых международных письменных источниках под именем Джанг Цейлон, а сиамские записи времен короля Нарая гласят об острове Мыанг-Тхаланг или Тхаланг-Бангхли. Наиболее вероятная версия происхождения названия от малайского слова «букит», что переводится как «холм, гора». Впервые так остров начали называть во время правления Рама V, и в 1967 году название официально было изменено на Пхукет. Таланг-Роуд – самая известная улица исторической части старого Пхукета-тауна, особенно крошечной Сой-Романи, которая в какой-то момент была призвана одной из самых красивых улиц в мире. 125-метровая красочная улица имеет долгую историю, так как она была известна как и горный, и красный район Пхукета. Чтобы вы понимали, всего этого 20 лет назад еще не было. Она, как и весь центр, был заброшена. Общим правилом было то, что дома имели очень узкий фасад, не более 5 метров в ширину, а вот глубину квартала они тянулись на 50 метров. Так и своеобразно реализовывалась социальная справедливость. Каждый мог получить место для ведения бизнеса. Жалко, что я пропустил отель On Hotel. Он представлял собой довольно ветхое место для туристов. Отель был выбран для съемок в фильме «Пляж» с Леонардо Ди Каприо, о котором я рассказывал в первой части фильма про Таиланд на моем канале. Каждое воскресенье с 5 часов дня улица Таланг-Роуд закрывается для движения транспорта и превращается в огромный пешеходный уличный рынок. В барби-кафе Коораканг, оказывается, есть еще второй зал чуть в глубине. Все поднимаются на розовый этаж, а сиреневый зал внизу упускают из виду, как и мы. Название
Кораканг – это буква тайского алфавита, которая очень редко встречается, означает «колокольчик». Это главный храм монастыря Убасот, тот самый Wat Chalong, в котором проводятся все обряды. Храм доступен только для монахов и только во время проведения служб. Популярным его сделал монах Луанг Пхо-Чему, знаменитый тайский доктор и целитель, к которому обращались все жители острова. Его легендарная трость, обладающая мощными целительными свойствами, хранится здесь до сих пор. Рядом находится вихара. Здесь находятся 3 статуи монахов, известных как врачи-травники и костоправы. Говорят, что если попросить у них здоровья и приложить к их изваяниям позолоченную фольгу, то желание обязательно сбудется. Здесь можно погадать на палочках сиам-си. Садитесь на колени, дурные мысли выкидывайте из головы, наклоняете вазу, в которой 28 палочек на 45 градусов, и трясете до тех пор, пока одна из палочек не выпадет. У каждой палочки есть свой номер. Идете к шкафу, в котором расположены бумажки, и берете соответствующий вашему номеру. Предсказание написано на тайском и китайском. Мы перевели по Google переводчику. Я вам так скажу, что-то понять очень сложно. Текст достаточно длинный и по-китайски очень философский. Какой номер? Какой? Я видела, как кидали. Да. Это они внутри там, да, их? Очистили себя, видишь? Время от времени вы услышите громкие взрывы петард, доносящиеся из кирпичной конструкции, похожей на печь. Это так тайцы изгоняют злых духов, а добрых благодарят за исполнение желаний. Самое новое здание комплекса Чедипхра Махатхат – это 60-метровая ступа. Картины, воспроизводящие самые важные жизненные шаги Будды, украшают стены и потолки храма. На каждом этаже много больших подаренных золотых статуй. Интересный факт о крематории храма Wat Chalong. Здесь сжигают не только людей, но и слонов. Все потому, что на Пхукете это животное причисляют к святым и безмерно его почитают. Wat Chalong. Храмовый комплекс. Дата основания точно неизвестна. Первые письменные упоминания относятся к 1837 году, когда монастырь перестраивался. В 1846 году монастырь получил королевский статус и официальное имя Wat Chai Tararам. На 3-м этаже за стеклом хранится фрагмент ключицы Будды, подаренного королю Таиланда Раме IX правительством Шри-Ланки в 1999 году на 72-летие. На 3-м этаже, где он находится, можно исполнить мантры, но обязательно нечетное количество раз, только предварительно загадав желание. В 2004 году Пхукет пережил разрушительное цунами, которое оставило глубокий след в истории острова. В ответ на эту трагедию местные жители, собрав средства, воздвигли на вершине горы Накакет 45-метровую статую Будды, обращенную лицом к морю, с целью защитить остров от подобных природных катаклизмов. Размещение 135-тонной статуи на холме было ошибочным. В конце 2024 года, после длительных дождей, произошел оползень. Каменные и земляные массы обрушились на виллы на склоне и унесли жизни 13 человек. Еще более 30 получили травмы. В ответ на трагедию был закрыт доступ к Будде, а также начались обсуждения о возможном переносе или сносе статуи. Мыс Прамтеп – самая южная точка всего Пхукета. Местные верят, что он защищен высшими силами от цунами, поэтому именно это место было выбрано для строительства алтаря бога Брахмы. Вокруг святыни расположены фигурки и статуи слонов самых разнообразных цветов и размеров. Многие загадывают желание конкретному слону, потом, когда оно исполняется, приносят подношение, либо сразу приходит с ним. На мысе Бога, как его еще называют, находится памятник принцу Таиланда. Он является 28-м ребенком царя Рама V и отцом военно-морского флота Таиланда. Рядом маяк-музей, купол которого отлит из настоящего золота. Его возвели в 1996 году в честь 50-летнего юбилея правления короля Рама IX. Это дерево Бодхи, священное в индуизме. Ботаники относят его к фикусам. Принц Сиддхартха Гаутама медитировал под раскидистой кроной такого дерева, пока не достиг просветления, став Буддой Шакьямуни.
переводе с санскрита «бодхи» означает «пробуждение». То дерево, под которым Гаутама достиг просветления, не сохранилось. Однако из его семени во времена царя Ашоки, именно он превратил буддизм в государственную религию Индию, а это 3 век до нашей эры, было выращено дерево в городе Анурадхапуре. Это самое почитаемое место паломничества на Шри-Ланке. И так от ростка к новому ростку на протяжении многих веков оно высаживалось в разных священных местах. И сейчас снова растет в Бодх-Гае, городе в Индии. Корон, кота, котаной. Все, корон, кота, котаной. Все, окей. А потом С другой Another стороны. side. from mountain. Yes.